Приветствую всех зрителей! В сегодняшнем видео расскажу о том, с какой проблемой можно столкнуться на автомобиле Fiat 500e из Америки. Эта проблема появляется не вследствие эксплуатации или повреждения, а вследствие долгого времени стояния автомобиля между аукционом и доставкой его владельцу. Дело в том, что если слабая 12-вольтовая батарейка, то DC-DC преобразователь пытается зарядить ее за счет высоковольтной батареи, тем самым высаживая ее. И есть информация, что если 12-вольтовая батарея отключена долгое время, то BMB начинают сходить с ума и высаживают отдельные элементы. Да и к тому же есть вероятность повреждения БМС. Поэтому в мануале есть информация, что при долгом хранении автомобиля по возможности оставить подключенный зарядный пистолет. И при необходимости автомобиль будет включать зарядку, чтобы избежать вышеуказанной проблемы. А как раз это и невозможно выполнить в промежутке между аукционом и получением автомобиля владельцем. Кстати, батарея у Fiat 500e на 24 кВт-час, собрана на элементах Samsung. Мощность мотора составляет 83 кВт или 111 лошадиных сил. При этом крутящий момент составляет 199 Нм. Ну и так как мы занимаемся ремонтом электромобилей и гибридов, то и к нам попал такой автомобиль в работу. Согласовали снятие батареи. На Фиате, чтобы снять батарею, нужно снимать будет заднюю балку. Поэтому начнем с задней балки, снимем и дальше будем снимать батарейку, разберем ее и будем изучать, в чем же там проблема, почему у нас автомобиль не работает. Кстати, вот здесь стоит вот такой вот моторчик, мотор бошевский. Вот так вот выглядит Fiat 500 снизу. Ко всему есть доступ. Во всяком случае, в подкапотном пространстве. Хитр стоит удобно, мотор. Ну, надеюсь, что не так часто приходится в них лазить. У нас такие машины не часто приезжают, поэтому пока еще статистики у нас нету. Ну вот, после снятия балки, батарея уже нормальный доступ ко всему. Сейчас снимем еще вот эти защитки и будем снимать батарейку. Беда автомобилей с Америки, которые привозятся, это вот эти вот вмятины, которые остаются от вил погрузчиков. На бензиновых машинах бывает выхлоп, гнется, баки, а здесь могут погнуть и батарейку. Здесь больше доли вероятности ничего никаким последствиям не привело, как на BMW, например. Но вот здесь вот даже валяются кусочки разломанного разъема. Посмотрим, влияет ли он на что-то или нет. В общем, ну такие неприятные моменты бывают, встречаются. В защиту нашему взору открылся еще один сюрприз от американских либо наших одесских погрузчиков автомобилей. Это вот этот вот разъем, который просто вывален с батареи. Интересно, не замкнуто ли там что-то еще. И еще что, контур охлаждения тоже трубки подогнуты. И вот здесь видно, что сам корпус подогнут. То есть здесь вилами брали, здесь вилами. И вот сломали этот разъем. Интересно, что с этим разъемом можно будет сделать. Он вообще вываленный на части. И даже если бы проблемы с батареей не было бы, то водичка, которая на наших дорогах выше крыши, как говорится, батарею бы точно затопили бы. И эта батарейка бы умерла, даже если бы сейчас с ней не было никаких проблем. Вот так вот все по-варварски было вывалено. А это силовые контакты. Ну, в общем, в любом случае снимаем батарейку, а дальше будем смотреть, что с этим можно сделать и как решить этот вопрос, чтобы не попадала вода в корпус батареи. Так что вот такие вот сюрпризы. К таким сюрпризам нужно быть готовым, когда привозишь автомобиль со Штатов, тем более если это электричка. Сняли батарейку, и по этому автомобилю видно, что первоначально это был бензиновый автомобиль, и под него уже делали батарейку, потому что формовка батарейки самое что ни на есть сложная. И
предохранительный сервис-плаг, или ЧК, как ее просто называть. Она такая же точно, как на Ford Focus Electric, и такая же точно, как на Toyota RAV4. В общем, сейчас будем ее разбирать. Кстати, крышка здесь из пластика сделана. И здесь даже есть информационная такая наклеечка о том, что ничего нельзя сверху ставить, иначе ее продавит. И здесь стоят призматики. Это пластиковый труп. Думаешь, пластик? Да. Пластик. Мне кажется, это алюминий, сверху пластик. Вот, кстати, трется. Это металл внутри. Это алюминий, покрытый пластиком. Пластик не было бы смысла паять. Так, как казалось, что это трубки все-таки не антифриза, а пукательные трубки, которые, если он взрывается, то как раз через эти трубки выходят газы. И вот выходит эта трубка вот через эту резиновую заглушку. Видимо, ее просто срывает. Короче говоря, она идет наружу. А контур охлаждения — это резиновые шланги и сам радиатор, который стоит снизу элементов. На призматике видел, То есть все охлаждение идет по низу. наверное, этот клапан. Вот минус. О. Вся батарея 32 вольта. 32 вольта. Супер батарея. Можно было чеку не снимать, она вполне безопасная. А сколько на одной секции? Иди переодевайся. Сейчас. И теперь все то же самое нужно 1,9 вольта. Хотя должно быть. Футболочки, правильно? Должно быть раз, два, три, 4, 5, 6. На 3, 18. 6. 20, Ну, на 3, 6. Да, 3,6. Короче говоря, батарейка Печально, слышишь? высажена в ноль. Странно, почему у нас автомобиль не ехал. До 36 вольт. Ну, это фактически ноль для нее. Не, ну смотря для чего. Фактически для нее процентов 15. Самокат на ней поедет. Нет, это уже необратимое. Это уже необратимое. А сколько на одном элементе? 0,3 вольта. 0,3. Но у нас на Тесле минимально было 0,8. 0,3 вольта. 4. Они все 0,3. 0,3 вольта. Они отлично отбалансированы, я вам скажу. 0,33. 0,33. Ну а если вся батарея 32 вольта, то это смарт номер 2. Раз уж вспомнили за смарт, то нам привозили батареи на проверку. Но там после глубокого разряда элементы даже не заряжались. И это был очень опасный эксперимент с оживлением мертвых элементов. Поэтому мы их забраковали. Секунду, подожди. Это получается вот этот вот элемент. Да, вот этот. Четвертый элемент разряжен в хлам вообще, ноль. Алло, мам, элемент в хлам. Да не, на смарте там уже вообще в нулях были. На одной более-менее, а на другой вообще реально все. Вот такой вот сюрприз ожидает владельца автомобиля. Попробуем ее сейчас зарядить. Сейчас уже на элементе 1,59 вольт, правда, под напряжением. И ток 2 ампера. Сейчас попробуем зарядить ее. Получится ли у нас ее спасти или нет. Короче говоря, заряжали мы батарейку нашим блоком питания. Но у нас появилось напряжение. Здесь у нас 3,159. Вот эта карта замеров напряжения. 3,159. Но были такие, на которых напряжение осталось 1,48, 1,59. Поэтому мы выключили сейчас зарядку. И iCharger теперь хотим подзарядить чуть этот модуль. Это вот этот самый слабый. Хотим его чуть подзарядить. Потому что, чтобы не было неприятного момента. Поэтому сейчас заряжаем ее вот так вот. Ну а дальше будем пробовать опять дозаряжать ее уже блоком питания на 400 вольт. Зарядили мы этот модуль, отбалансировали его, но хотим все-таки проверить емкость, потому что этот модуль будет самый наглядный. Здесь очень большой перекос был, поэтому мы его сейчас демонтируем отсюда, поставим на iCharger и будем проверять его по емкости, для того, чтобы понимать, осталась она здесь или нет. Все остальные плюс-минус одинаковое напряжение, там 200 милливольт разбег.
А в этом модуле сейчас уже почти одинаковое, но это только за счет балансировки. Поэтому сейчас будем снимать его и ставить на стенд. Ну, если кому-то будет интересно, как снять с паркинга данный автомобиль, это Fiat 500 Electric. Есть вот такой вот привод, электромоторчик, здесь такая заглушка стоит в торце, вот здесь. И берем 4-й шестигранник и вращаем по часовой стрелке. Вращаем до ощутимого сопротивления, и тогда колеса у нас разблокируются. Если вращать против часовой стрелки, то привод блокирует, и автомобиль у нас остается заблокированный. Вот так вот снимается с паркинга данный автомобиль. Нам приходится его снимать, потому что он у нас не снимается с передачи. Батарейка сейчас отсоединена. Стоит у нас на замере емкости элемент. Поэтому пришлось вот так вот ее разблокировать, чтобы выкатить автомобиль с бокса. Если кому интересно, как реализовано охлаждение элементов, это вот такой вот радиатор, который установлен в самом низу модуля. Охлаждается он антифризом, так установлен, и сверху него прикручивается уже сам модуль, и элементы стоят вертикально, то есть оно охлаждает нижнюю часть. Сверху стоит какой-то пластик, возможно, какой-то теплопроводный, не видно, что написано, а возможно просто изоляция. И вот так вот, в общем, реализовано охлаждение элементов. Сам модуль, который мы балансировали, вот хочу показать снизу. Вот так вот она идет. Здесь она покрыта каким-то составом типа краски, возможно просто краска, и скотчем. Это для дополнительной изоляции. И вот как раз радиатор здесь стоит снизу и охлаждает нижнюю часть. Ну а по металлу уже тепло отводится. Вот такая вот интересная система охлаждения у батарейки Fiat 500. Ну и конечно, чтобы не терять время, пока мерялась емкость элемента, отдали БМС на восстановление. Батарейка уже собрана, сейчас ее будем подкидывать на автомобиль. И заодно хотим проанализировать, какие сигналы идут на BMB-шку, для того, чтобы понять, как их потом можно было бы диагностировать, просто подключаясь к разъему, либо на БМС общую, либо же по отдельности на BMB. В общем, сейчас будем ее подкидывать на автомобиль и пробовать, что у нас будет, запустится ли автомобиль или нет. Так, ну что, пробуем запускать ее. Контакторы включились. Зажигание включил. Да. Выключились, да? Так, ну в принципе она может и не запускаться, потому что напряжение 3,2 вольта было на элементах. Так, надо сейчас поставить автомобиль на зарядку. Так, как минимум зарядка у нас уже пошла. Потому что у нас было напряжение 3,2 вольта, это, естественно, очень мало для того, чтобы автомобиль ехал. Но уже зарядка идет, это уже хорошо. Пока у нас все вот так вот разобрано. Так, и автомобиль у нас даже поехал. Все, теперь можно дальше заниматься ей. Скрутили батарейку обратно. Теперь можно ставить чеку и устанавливать ее на автомобиль. Все, теперь устанавливаем на автомобиль. И, конечно, проехаться мы не сможем, потому что балку мы менять сейчас не будем. Ее нам не предоставили, поэтому будем ставить кривую балку. И дальше уже автомобиль от нас поедет на ремонт ходовой, по кузовчине. В общем, поэтому протестировать полноценно мы ее не сможем. Ну, как минимум, поставить сейчас ее обратно в автомобиль, установим. Заправляем эту малышку Fiat 500.
уже залили 48% батарейки. Примерный пробег 76 километров. По температуре у нас 24-25 градусов. Батарейка не нагревается. Насос еще выключен. Нет необходимости ее охлаждать. И напряжение на батарейках 3,19 вольт. Пока все идет по графику, все нормально. Батарейка полностью зарядилась, и ориентировочный пробег 163 километра. Не знаю, проедет на 163 или не проедет, и в каком режиме, супер экономно без кондиционера. Но тем не менее, как для города, так в принципе и очень неплохой вариант. Достаточно компактный автомобиль. Здесь места не так много для задних пассажиров, но тем не менее не такое, как на некоторых автомобилях под спорт, где сзади вообще невозможно сидеть. Багажника, конечно, вообще при этом не остается, если сиденья разложены, но как для города достаточно компактный и легко можно припарковаться, ездить еще на электротяге. Вот такой вот был ремонт данного автомобиля. Поэтому, если вам нравятся такие работы, такие видео, тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. И до скорой встречи. Пока.